Друзья, команда из Anthropic катит свои апдейты к Claude Code, Claude Cowork практически каждый день, но многие из нас перестали обращать на них внимание. Но причин много. Claude Code дорогой, с их моделями, доступен не во всех локациях. А даже если мы умудряемся в этих локациях его установить, то мы всегда под риском того, что наш аккаунт просто заблокируют. Поэтому кажется, ну зачем нам смотреть на какие-то новые фичи, типа динамических workflow, если все равно мы вряд ли этим воспользуемся, потому что подписка нужна, а менеджерить ее довольно сложно. Но что если я вам скажу, что у Claude Code есть встроенная официальная поддержка сторонних моделей, которые подключаются самыми разными способами. Ну, например, модели из OpenRouter или вообще локальных моделей, которые работают прямо на нашем компьютере. И все это работает нативно и разработано самой командой Anthropic. Возможно, кто-то из вас скажет, что это какая-то ерунда и кликбейт, но действительно такая функциональность существует. И сегодня мы ее с вами изучим. Только у меня для вас 3 базовых условия. Лайк к этому видео, подписка там внизу и оставляем какой-то коммент, чтобы это видео увидело как можно больше людей. Так что как же посмотреть нам динамический workflow без официальной Claude подписки? Чтобы активировать нашу функцию поддержки сторонних моделей, нам всего лишь понадобится с вами скачать официальное приложение Claude и сделать с ним пару манипуляций. Кстати, друзья, все ссылки на материалы, которые мы с вами проходим и изучаем, я прикрепляю в свою бесплатную телеграм-группу, ссылка на нее тоже в описании. Заходите, забирайте, смотрите все источники, которыми мы пользовались, и идите по моим шагам, повторяйте этот путь. Продолжаем. Во-первых, нам нужно с вами будет активировать специальный мод разработчика, а во-вторых, настроить там доступ к нашим локальным моделям. И все. Итак, заходим на сайт Claude и скачиваем все приложения просто по прямой ссылке и видим перед собой вот такой экран. Если у вас уже есть приложение Claude, то вам обязательно нужно будет разлогиниться из своего официального аккаунта. После этого нажимаем Help Troubleshooting и здесь активируем мод разработчика. После этого вверху у нас появляется отдельный пункт Developer. И в этой вкладке мы теперь видим отдельный пункт конфигурации вывода во внешние ресурсы. Отлично. Нажимаем эту кнопку и видим вот такое аккуратное окошко, где сразу первым пунктом у нас идет пункт Connection. И здесь нас, конечно, интересует пункт Gateway. Мы можем настроить свои собственные креды. Отлично. Выбираем этот пункт. И теперь нам остается выбрать всего лишь несколько опций. Нас интересует статический API-ключ. Дальше нам нужен URL, куда будет наш Claude Code стучаться и искать в нашей модели. Ну и дальше минимальные настройки типа API-ключа. Куда мы сегодня с вами будем стучаться? Мы сегодня с вами будем работать с таким сервисом, который называется LM Studio. Ну, это мега популярный сервис, про который мы, мне кажется, на этом канале довольно мало говорили, если вообще говорили. Но из того, что нам нужно знать, это прекрасное приложение, которое позволяет скачивать open source модели из маркетплейса, менеджерить их, загружать в свою оперативную память, либо в GPU, выгружать их, контролировать работу с ними. И помимо всего прочего, LM Studio предоставляет API-доступ к нашим моделям. Нам как раз это и нужно, чтобы подружить это приложение с нашим Claude. В зависимости от вашей операционной системы скачивайте себе LM Studio. У меня Mac, я себе только что его скачал. Кстати, друзья, если вы только развиваетесь в сфере искусственного интеллекта, то обязательно проверьте ссылку на нашу про-группу. У нас там крутые мастер-классы по Claude Code, по Antigravity, по N8N. Огромное количество про-материалов, которые могут ввести вас в курс дела и дать практические знания в ИИ-автоматизациях. Там у нас супер, поэтому обязательно заскакивайте. А тем временем у нас открылась LM Studio, и вы увидите примерно вот такой интерфейс, довольно простой, минималистичный, но тут очень много настроек, и про базовые нам, конечно, нужно знать. Первым делом нажимаете вот эту шестеренку в левом нижнем углу и переходите на пункт Developer и обязательно активизируйте этот мод. После этого у вас появится отдельная вкладка Developer. Она выглядит очень-очень страшно, но именно она нам дает возможность запускать API-сервер для того, чтобы наш Claude мог стучаться к LM Studio. Теперь по моделям. Здесь есть отдельная вкладка. Здесь содержатся все модели, которые мы скачали с вами на наш компьютер. Каким образом мы скачиваем? Здесь последним пунктом идет отдельная вкладка, которая называется Model Search, и здесь вы можете подобрать себе модель, которая будет соответствовать характеристикам вашего сервера или вашей машины. Единственное, что нам нужно знать, когда мы будем переключаться между моделями в их поиске, вам LM Studio будет подсказывать, что какие-то модели, скорее всего, у вас просто не запустятся, потому что у вас недостаточно оперативной памяти, либо GPU на вашем сервере или в вашем компьютере. Поэтому обязательно подберите себе модель, которая будет работать более-менее хорошо на вашем компе. Я работаю на своем MacBook, и у меня здесь нету доступа к GPU, модель не может работать с моей графической картой, поэтому я выберу себе какую-нибудь модель из недавних релизов Google. У нас, кстати, было отдельное видео про Google модели Gemma.
Соответственно, выберу какую-нибудь самую младшую модель, которая точно будет работать на моем компьютере. Итак, я себе только что установил и скачал Gemma 4 E4B. Как видите, даже такая маленькая модель весит 6 гигабайт, но она должна без проблем загрузиться в мою оперативную память. Теперь, если вернусь на свою вкладку «Чат», нажму вот сюда на верхний селектор модели, я вижу, что у меня теперь есть доступна модель для загрузки. Я нажимаю ее, вижу, как происходит подгрузка модели в оперативку моего MacBook. После того, как она загрузилась, мне ничего не мешает начать с ней чат, и видим, что, да, она довольно шустро работает на моем компьютере. Видим, как идет резонинг, и она очень активно думает, как же ответить на мое сообщение «Привет». «Привет, как дела? Чем я могу сегодня вам помочь?» Видим, что она работала со скоростью почти 11 токенов в секунду. Круто! Так а как же сделать так, чтобы эта модель начала работать с моим Claude Code? Мы не просто с вами активировали Developer Mode, теперь мы можем перейти сюда на локальный сервер и запустить наш локальный API-сервер. Мы видим, что у нас уже запустился наш локальный хост на порте 1234, к которому может постучаться Claude и поспрашивать, какие же модели у нас есть. Давайте пробовать. Возвращаемся в наш Claude. URL у нас уже есть, тот самый URL, который мы забрали из LM Studio. Gateway API ключ можно ввести любой на ваш вкус. И теперь нам нужно нажать кнопочку «Протестировать connection», и мы видим, что никакая модель не может быть найдена. Это так и должно быть. Ну, как вам сказать? Просто Claude ожидает, что будет модель с идентификатором Opus или Sonnet, то есть он ориентирован на то, чтобы увидеть именно эту модель, а у нас там Gemma 4. В LM Studio есть возможность подменить идентификатор модели, для того, чтобы как раз он мог работать нормально с разными сторонними приложениями. Переходим на вкладочку LLMs. Здесь видим в сайдбаре специальную кнопку, которая называется Load Model. Нажимаем ее и видим, что тут есть идентификатор Google Gemma 4. Нам от него надо избавиться. Давайте пропишем сюда идентификатор последней модели от Claude. Так и скажем, это Claude Opus 4.8. Нажмем Load Model. Видим, как теперь наш новоиспеченный самозванец Claude Opus загружается. И теперь видим, как в LM Studio у нас замаскированная Gemma притворяется Claude Opus 4.8. Возвращаемся в наш Claude, еще раз нажимаем Test Connection. Видим, что теперь мы нашли одну модель, которая называется Claude Opus 4.8. Нажимаем кнопочку «Применить», нажимаем кнопочку «Перезапустить наш Claude», он перезапускается. И теперь мы с удовлетворением видим, как наш Claude работает с некоторой моделью Opus 4. Мы-то знаем, что это за модель. Более того, он работает через Gateway, Cowork Third Party, то есть сторонние провайдеры. И вообще говоря, нам теперь ничего не мешает работать с Cowork'ом или Claude кодом через нашу новоиспеченную модель. Давайте попробуем что-нибудь сказать. Привет. Видим, как работа началась, и наш Claude начинает работать над нашим запросом через нашу локальную модель. Мы должны понимать, что вместе с первым запросом, так как это оболочка Claude, у нас будет загружаться огромное количество контекста, и в нашу локальную модель на нашем локальном компьютере, возможно, это будет довольно тяжело залетать, и ответа мы с вами можем ждать довольно долго. Но если мы с вами перейдем в нашу LM Studio, перейдем на наш локальный сервер, мы увидим логи, видим, как реально наш запрос обрабатывается. Вот сейчас он обработался на 8,5%. Использую модель Claude Opus 4.8, то есть процесс идет, и рано или поздно он закончится. По сути, для нас это открывает прекрасные возможности исследовать все нововведения Claude Code и Claude Cowork без необходимости использовать их платные тарифы, что прекрасно. Вот в самом начале видео нас заинтересовали с вами динамические workflows, и на самом деле это крутая тема. Это следующий шаг Anthropic к попытке отодвинуть человека от принятия решений, когда Claude работает с субагентами. Эта функциональность позволяет Claude запустить сразу огромное количество агентов. Теперь Claude по нашей просьбе может запустить 1000 агентов, и 16 из них может работать параллельно. И как написано в документации, это позволяет Claude запустить несколько агентов для решения задач, параллельно несколько агентов для перепроверки работы первых агентов и еще несколько слоев агентов, которые пытаются опровергнуть работу первых двух слоев. Как вы понимаете, на обычной подписке Claude вы, скорее всего, потратили бы все свои лимиты на первой итерации работы с подобным функционалом. Теперь, когда Claude работает с вашими собственными моделями, вы переходите сюда, нажимаете /команду, ищите Deep Research, находите его и запускаете
целый рой агентов прекраснейшей оболочки, которая называется Claude, на ваших собственных моделях с официальной поддержкой от Anthropic. Друзья, повторюсь, если вы развиваетесь в сфере искусственного интеллекта, то обязательно заскакивайте в нашу про-группу, проходите мастер-классы. Почему я считаю важно поговорить про Claude Code в этом разрезе? Потому что последние недели я активно тестирую работу таких классных оболочек, как Pi, как Hermes, других open-source оболочек, но на данный момент я хочу отметить, что если мы решаем серьезные задачи, то оболочка от Claude работает с нашим окружением, наверное, на самом топовом уровне. Конечно, в сочетании с собственными моделями, особенно с последней моделью Opus, это просто супер мощный инструмент, но и с другими моделями, которые теперь поддерживаются Claude официально, эта оболочка работает тоже очень хорошо. Кстати, довольно скоро мы будем обсуждать разные оболочки, как они работают, сравнивать их, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте комментарий и до скорых встреч!